Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как сделать вот такую вот тарелочку и поднять стоечки, чтобы это все было одним монолитным плетением. То есть здесь у меня это все идет одно сплошное плетение. Если вам интересно, оставайтесь и смотрите полное видео. Начинать плетение своей вазы я начну с обычной салфетки или с обычного круга. В общем, я взяла 4 на 4 трубочки, обычную крестовину, и буду оплетать веревочкой из двух. Все наращивания буду выполнять за стойкой, чтобы не было видно их. Ну, в принципе, так внутренняя часть вазы их и так не будет видно, поэтому здесь смотрите на ваше усмотрение, но у меня уже дело привычки. Все наращивания выполняю за стойкой, чтобы их не было видно. Вот, старайтесь плести как можно более плотно друг к другу ряды, чтобы не было просветов. Также доплетите нужный вам диаметр. Я буду плести обычной веревочкой по кругу до нужного мне диаметра, до того момента, как я буду поднимать, выводить стойки наверх, да, чтобы сплести непосредственно вазу, поднять ее наверх. До этого момента я буду плести обычной веревочкой из двух, постепенно вот так раздвигая нужное количество стоечек, выводя. Я доплела до того момента, когда мне нужно через пару рядов будет поднимать свои стойки на стенки вазы. Итак, я вот так с каждой стороны добавляю по одной увлажненной стойке, для того, чтобы через пару рядов, то есть пару рядов я еще буквально ряд или два проплету веревочкой, чтобы закрепить, чтобы не вылетели, не выскочили наши добавочные трубочки, и буду уже поднимать непосредственно сами стенки. Делайте обязательно заранее, вставляйте трубочки, чтобы их закрепить в плетении.
Итак, я проверяю по форме нужный мне диаметр. Мне надо, чтобы от дна формы на 3 ряда со всех сторон у меня было свободное место вот на 3 ряда буквально, чтобы потом беспрепятственно я смогла вытащить форму. Теперь я поднимаю наши стенки свои, да, стенки в вазы. Для этого я веревочкой из двух проплетаю, то есть захватываю обе стойки нижней трубочкой, поднимаю одну трубочку наверх и делаю оборот, то есть обычной веревочкой. Таким образом буду поднимать все трубочки по кругу, формируя стенку будущей вазы. Обратите внимание, что когда вы будете плести веревочкой, вы захватываете сначала обе две стоечки, потом поднимаете одну и проплетаете веревочку. Вот опять верхняя пошла вниз под две трубочки, поднимаем одну трубочку наверх и верхнюю опускаем вниз под две стойки. Опять поднимаю стоечку наверх, нижнюю вывожу вперед, да, и соответственно верхнюю под две стоечки. Следите внимательно за руками и просто поймите принцип и схему работы. Все, я подняла все стоечки. Теперь я их вот так вот сгребу в кучу и зафиксирую резиночкой, чтобы они не мешали доканчивать плетение тарелочки с самого низа, да, вот так зафиксирую и все, и буду уже дальше работать со своим донышком. Итак, так как расстояние между стойками уже очень приличное, чтобы не получилось рыхлого плетения, я добавлю с каждой правой стороны по еще одной стоечке. Оплету несколько кругов и раздвину, выведу их на одинарные. Сейчас расстояние между стойками уже приличное и очень просто вот так раздвигать эти кармашки и оплетать стоечки по одной. Уже не будет тесного плетения, в принципе, это выполнить очень удобно. Это будет окончательное мое количество стоечек до конца работы. Единственное, что я потом донаращу короткие вот эти вот стоечки, чтобы можно было выполнить красиво загибку и удобно. И больше никаких манипуляций, то есть добавлять стоечки я не буду. Я их буду просто оплетать веревочкой из двух по кругу до нужного мне диаметра и выполню загибку.
Все, я проплела нужный диаметр мне донышка. Теперь я рабочие трубочки буду прятать в плетение за стоечками. То есть я вот так рабочую трубочку вывожу за стойку, расширяю карман и прячу ее вот так с задней стороны в плетение с первой трубочкой, и точно так же произвожу те же самые манипуляции со второй. Все, мне остается выполнить только загибку. Загибка очень интересная. Будем работать с тем количеством трубочек, которые есть, без ввода всяких дополнительных. Итак, для того, чтобы выполнить загибку, я буду каждую рабочую трубочку немного протаскивать в руках, чтобы она была более податливая. И вот так вот сгибаю. Беру одну, сгибаю над первой, под вторую, над третьей и за четвертую трубочку. У меня трубочка, вот этой, которой я выполняю загибку, остается под последней трубочкой. То есть теперь принцип работы вот так вот и будет идти в шахматном порядке. Над первой, под вторую, над третьей и под четвертую оставляем трубочку сзади. И вот таким рисунком по кругу идем. Опять над первой, под вторую, над третьей трубочкой идет и под четвертой. То есть такой своеобразный ситец, рисунок плетения. Опять над первой, под второй, над третьей и под четвертой. И оставляем трубочки сзади. Потом их аккуратно подрезаем. Если хотите, можете подклеить. Но после грунтовки плетение будет монолитным, и то есть, можно и не подклеивать. Если трубочка не хочет ложиться ровно, помогите ей на месте сгиба немножко ногтем. Вот так раз, ногтем подогнули, и трубочка уже ровненько, аккуратно у вас сложится и будет аккуратно в плетении. Опять раз ногтем я немного помогла и уложила трубочки за плетение свое. Вы можете регулировать, то есть ширину такой загибки, как вам угодно. Можете сделать, у меня здесь идет рисунок за 4, то есть я использую 4 трубочки, стоечки. Вы можете выполнить за 5, за 6, то есть как вам нравится. Можете вообще, то есть вот эти 4 трубочки взять, но, допустим, не плотно друг к другу, а более рыхлый, будет такой воздушный рисунок загибки. То есть здесь уже как вам нравится, пробуйте, смотрите. И вот так по кругу я буду укладывать. Последние трубочки, в принципе, по рисунку очень четко видно, куда должна ложиться и как выводить трубочки. То есть буквально посмотрите по рисунку, и вы поймете. Но я дальше вам покажу, как я уложила. Это у меня вообще будет ваза очень больших размеров. То есть я вот сплела дно для вазы. Вообще это идет метровая ваза в высоту. То есть вы представляете размеры 100 сантиметров. Это прям очень такая крупногабаритная получается плетенка. Но благодаря вот этому вот такому донышку оно очень устойчивая конструкция. То есть я переживала, что при такой высоте ваза будет заваливаться, и поэтому решила сплести вот такое вот дно. Оно очень достаточно получается устойчивая конструкция, поэтому я довольна результатом. Сам процесс плетения вазы я не стала снимать, потому что стенки я поднимала обычным ситцем, то есть ничего такого необычного. Но потом целиком, как выглядит ваза, вы можете посмотреть на моем инстаграм-канале, на моей инстаграм-страничке, в принципе. Там я обязательно выложу эту работу. Я вот сплела уже одну, и сейчас буду вот плести вторую вазу. Очень интересный опыт. Теперь приблизительно могу сказать, сколько ушло на высоту. То есть с учетом того, что у меня сверху диаметр вазы около 40 сантиметров, у меня метр высота 100 сантиметров, у меня ушло в среднем 1200-1300 трубочек на одну вазу. Трубочки я плела из полоски 10,5 на спицу 1,2. Получается вот такой расход вот такого вот количества трубочек. Итак, я уже доплела практически вот последние 3-4 остается у меня стоечки. И уже буду закрывать рисунок. Вот у меня идет, что я беру. Смотрите внимательно, считайте стойки, то есть где должна находиться трубочка. Вот взяли, смотрим за одну,
под второй, значит, мы из-под низу наверх выводим трубочку, потом между первой и второй над рабочей трубочкой и под четвертую. Опять-таки над первой трубочкой укладываем последнюю, под второй трубочкой, и с учетом того, что там два ряда идет у нас, то есть между уже первым и вторым мы выводим трубочку и выводим трубочку вперед, она будет огибать третью стойку, и уже между третьим и четвертым рядом она будет уходить под четвертую стоечку вниз. Вот таким вот рисунком шахматным оно закрывается все. И теперь аккуратненько обрезайте. Вот такая вот загибка получается, достаточно красивая и аккуратная. Ничего лишнего, но в то же время как